В том, что началось как простое посещение ветеринара, афроамериканская женщина, искавшая помощь для своей собаки, столкнулась с ситуацией, которая оставила ее шокированной и глубоко озабоченной. Поведение ветеринара в тот день заставило ее позвонить в экстренные службы. Звонок, который вскоре привлек внимание многих, подняв вопросы о предвзятости в профессиональной среде. Этот случай сосредоточен вокруг инцидента, произошедшего в стенах ветеринарной клиники. Женщина, находившаяся там со своим любимцем, столкнулась с неожиданным обращением, которое, по ее мнению, выходило за рамки обычного медицинского ухода. Действия ветеринара в тот день оставили ей мало выбора, кроме как обратиться за помощью к властям, и то, что произошло дальше, вызвало возмущение и углубленную дискуссию. Следите за обновлениями, пока мы расскажем вам об этом увлекательном случае, раскрыв, что привело к тому срочному звонку в 911 и исследуя последствия, которые последовали. Если вы еще не подписались, обязательно сделайте это, чтобы быть в курсе подобных историй. Инцидент произошел в пригородной общине, известной своим разнообразием и сплоченными соседскими отношениями. Местная ветеринарная клиника, расположенная на обсаженной деревьями улице, была основным медицинским учреждением в этом районе более 2 десятилетий, обслуживая семьи и их питомцев, проводя плановые проверки и экстренную помощь. В ожиданиях клиники часто шел шум разговоров между владельцами домашних животных, отражая общую любовь сообщества к животным. Хозяйка питомца, оказавшаяся в центре этого случая, мисс Латиша Джонсон, уважаемый член сообщества. Известная своей активной участием в местных инициативах и преданностью благополучию животных, мисс Джонсон часто волонтерствовала в соседних приютах и организовывала мероприятия в своем районе для продвижения усыновления животных. Ее собака, Макс, дружелюбный лабрадор-ретривер, была знакомой фигурой во время ее утренних прогулок, приветствуя соседей вилянием хвоста. Ветеринар, вовлеченный в дело, доктор Джейсон Смит, который работал в клинике более 25 лет. Доктор Смит пользовался репутацией опытного специалиста, лечившего поколения домашних животных в сообществе. Его клиника была известна своими комплексными услугами, от обычных вакцинаций до хирургических процедур. Однако недавние события поставили под пристальное внимание его практики. Этот инцидент выявляет более широкие социальные проблемы расовой предвзятости в профессиональных условиях. Исследования показывают, что скрытые предвзятости могут влиять на взаимодействие между профессионалами и клиентами, приводя к различиям в лечении и качестве обслуживания. В области ветеринарной медицины обсуждения о разнообразии и инклюзии продолжаются с усилиями по устранению недостаточного представительства меньшинств и обеспечению равного доступа к лечению для всех клиентов и их питомцев. Этот случай служит ярким примером устойчивых проблем и важности непрерывного диалога и действий по борьбе с расовой предвзятостью во всех профессиях. Утром 15 июня 2023 года Латиша Джонсон пришла в ветеринарную клинику «Северный свет» на Верхнем Ист-Сайде Манхэттена для запланированной стоматологической процедуры для своего 12-летнего мальтийца Оливера. Клиника, расположенная на 2-й авеню между Восточной 78-й и Восточной 79-й улицами, обслуживала сообщество более 50 лет, и мисс Джонсон была клиентом на протяжении нескольких лет. Оливер ранее проходил 2 стоматологические операции в клинике, одну в августе 2022 года и другую в феврале 2023 года, обе проведенные доктором Смитом. Во время февральского визита доктор Смит обнаружил 3-й зуб, который может потребовать удаления, но посоветовал мисс Джонсон вернуться через 6 месяцев для дальнейшей оценки. Тем не менее, к маю 2023 года Оливер стал проявлять признаки дискомфорта, что побудило мисс Джонсон записаться на более ранний прием.
По прибытию мисс Джонсон и Оливер были отведены в кабинет для осмотра. Доктор Смит провел краткий осмотр и подтвердил, что третий зуб требует удаления. Примечательно, что во время этого визита не была проведена предоперационная оценка, анализы крови или мочи, что было отклонением от протокола, соблюдаемого при предыдущих процедурах. Оливер был затем доставлен в хирургическую зону для удаления зуба. После процедуры доктор Смит сообщил мисс Джонсон, что удаление прошло успешно, и предоставил стандартные постоперационные рекомендации. Оливер выглядел вялым, но в остальном был в стабильном состоянии, и мисс Джонсон отвезла его домой восстановиться. Согласно заявлениям сотрудников клиники, процедура 25 мая была рутинной, и во время операции не было замечено никаких осложнений. Ветеринарный техник, который помогал во время операции, отметил, что жизненные показатели Оливера оставались стабильными в течение всего процесса, и удаление прошло без инцидентов. Другой сотрудник вспомнил, что мисс Джонсон выразила обеспокоенность по поводу отсутствия предоперационных тестов, но доктор Смит заверил ее, что это не было необходимо, учитывая недавнюю историю здоровья Оливера. 5 дней после операции, 30 мая, у Оливера начали проявляться тревожные симптомы, включая рвоту и неустойчивую походку. Встревоженная, мисс Джонсон связалась с клиникой и записалась на прием на 7 июня. Во время этого визита доктор Смит отмахнулся от ее волнений, объяснив симптомы Оливера нормальным послеоперационным восстановлением. Тем не менее, состояние Оливера продолжало ухудшаться, что побудило мисс Джонсон обратиться за вторым мнением в другую ветеринарную клинику. Там анализы показали, что у Оливера развивается почечная недостаточность, диагноз, который не был установлен во время его визитов в клинику «Северный свет». Почувствовав, что ее обеспокоенность неоднократно игнорировалась и что состояние Оливера было плохо управляемо, мисс Джонсон решила предпринять юридические действия против доктора Смита и клиники «Северный свет». Она подала иск на сумму $3 миллиона, утверждая, что несистематическая стоматологическая работа и отсутствие надлежащего предоперационного тестирования привели к почечной недостаточности и последующей смерти Оливера. В иске также утверждается, что доктор Смит пытался переложить вину на мисс Джонсон, расспрашивая ее о потенциальных токсинах в ее доме, включая вопрос, употребляла ли она наркотики или имела ли наркотические вещества в своей квартире. Решение мисс Джонсон привлечь к ответственности было продиктовано желанием добиться ответственности и предотвратить аналогичные инциденты для других владельцев домашних животных. Дело привлекло значительное внимание, вызвав вопросы о ветеринарной практике и важности тщательных предоперационных оценок, особенно для пожилых животных. 7 июня 2023 года, глубоко озабоченная ухудшающимся состоянием своего собаки Оливера, Латиша Джонсон сделала тревожный звонок в 911. В записи ее голос дрожит, когда она описывает симптомы Оливера: постоянную рвоту, неустойчивую походку и очевидную боль. Она выражает свое недовольство по поводу отсутствия тщательной помощи в клинике «Северный свет», отмечая отсутствие предоперационных тестов и пренебрежительное отношение, с которым столкнулась во время последующих визитов. Мисс Джонсон подчеркивает свою убежденность в том, что состояние Оливера было плохо управляемо, что привело к его стремительному ухудшению. После получения звонка офицеры 19-го округа полицейского департамента Нью-Йорка были направлены к месту жительства мисс Джонсон. Они прибыли быстро, найдя мисс Джонсон явно взволнованной, а Оливера в ослабленном состоянии. Офицеры внимательно выслушали ее, пока она рассказывала о событиях, предшествующих ее звонку, включая недавнюю стоматологическую процедуру и последующие симптомы. Осознав серьезность ситуации,
Офицеры задокументировали ее заявление и посоветовали, как правильно подать формальную жалобу против ветеринарной клиники. Они также предоставили информацию о местных организациях по защите животных, которые могли бы предложить поддержку. Новости о данном инциденте быстро распространились по местным СМИ, вызвав широкое беспокойство и обсуждение. Организации по защите прав животных выразили возмущение по поводу предполагаемой халатности, призывая к более строгим нормам и надзору в ветеринарной практике. Социальные сети заполнились обсуждениями, многие владельцы домашних животных делились своими собственными историями, подчеркивая необходимость тщательных медицинских оценок, особенно для стареющих питомцев. Дело также вызвало обсуждение важности отстаивания прав своих питомцев и поиска вторых мнений, когда это необходимо. По мере того, как история набирала популярность, она подчеркивала жизненно важную роль ветеринарной помощи в обеспечении благополучия животных и доверия, которое владельцы домашних животных оказывают этим специалистам. Следуя тревожным событиям, связанным с ухудшением здоровья Оливера и его последующей смертью, Латиша Джонсон начала бороться за справедливость для своего любимца. В феврале 2024 года она подала иск против клиники «Северный свет», доктора Джейсона Смита и владельца клиники доктора Лоуренса Паттера, требуя $3 миллиона в качестве компенсации. В иске утверждалось, что несистематическая стоматологическая работа и отсутствие должного предоперационного тестирования привели к почечной недостаточности и смерти Оливера. Дополнительно в иске утверждалось, что доктор Смит пытался переложить вину на мисс Джонсон, задавая ей вопросы о потенциальных токсинах в ее доме, включая вопросы о том, употребляет ли она наркотики или имеет ли наркотические вещества в своей квартире. После подачи иска дело привлекло значительное внимание. Клиника «Северный свет», которая обслуживала клиентов на Верхнем Ист-Сайде Манхэттена более 50 лет, оказалась под пристальным вниманием. Менеджер практики Люк Лори отметил, что адвокат мисс Джонсон ранее запрашивал $10 тысяч в декабре, что клиника отклонила, что и привело к иску на $3 миллиона. В ходе разбирательства обе стороны представили свои аргументы. Мисс Джонсон подробно описала последовательность событий, подчеркивая отсутствие комплексного ухода и эмоциональное страдание, вызванное муками Оливера. Ответчики настаивали на том, что процедуры были стандартными и что они действовали в рамках профессиональной ветеринарной практики. Расследование столкнулось с несколькими препятствиями. Одной из значительных трудностей стало отсутствие конкретных доказательств, непосредственно связывающих стоматологические процедуры с почечной недостаточностью Оливера. Несмотря на то, что рассказ мисс Джонсон был убедительным, установление прямой причинно-следственной связи в медицинских делах может быть сложным. Кроме того, возникли противоречивые свидетельства. Сотрудники клиники поддерживали утверждение доктора Смита, заявляя, что стандартные процедуры были соблюдены, в то время как точка зрения мисс Джонсон подчеркивала предполагаемую халатность. Эти различные нарративы усложнили определение точной последовательности событий и степени ответственности. Несмотря на эти трудности, дело подчеркнуло важность тщательной ветеринарной помощи и необходимость четкого общения между владельцами домашних животных и ветеринарными профессионалами. Оно также осветило эмоциональные связи между людьми и их питомцами, подчеркивая глубокое влияние таких инцидентов на владельцев домашних животных. Профессия ветеринара долгое время была признана недостаточно разнообразной. Согласно данным Американской ветеринарной медицинской ассоциации, на 2019 год лишь около 2% ветеринаров в Соединенных Штатах были чернокожими, 6,1% азиатами и 3,4% латиноамериканцами. Это недостаточное представительство вызывает опасения по поводу скрытых предвзятостей и качества обслуживания, предоставляемого владельцам питомцев из меньшинств. Исследования показали, что скрытые предвзятости
могут влиять на взаимодействие между специалистами и клиентами, приводя к различиям в лечении и качестве обслуживания. В области ветеринарной медицины обсуждения о разнообразии и инклюзии продолжаются с усилиями по устранению недостаточного представительства меньшинств и обеспечению равного доступа к лечению для всех клиентов и их питомцев. Инцидент с мисс Латишей Джонсон и ее собакой Оливером оказал глубокое влияние на местное сообщество. Многие владельцы домашних животных выразили свои опасения по поводу качества обслуживания, предоставляемого ветеринарными клиниками, особенно в отношении лечения клиентов из меньшинств. Этот случай спровоцировал дискуссии о необходимости большего разнообразия и культурной компетентности в ветеринарной профессии. Члены сообщества призвали увеличить прозрачность и ответственность со стороны ветеринарных клиник, чтобы восстановить доверие и гарантировать, что все клиенты получают равное обращение. Доктор Майкл Блэквелл, директор программы равенства здоровья домашних животных в Университете Теннесси, подчеркнул трудности, с которыми сталкиваются чернокожие ветеринары на рабочем месте. Он отметил, что многие белые ветеринары не осознают сложностей, с которыми сталкиваются их чернокожие коллеги, потому что они сами никогда не подвергались расизму или не понимают, как расизм все еще проявляется в современности. Доктор Блэквелл подчеркивает необходимость признания и решения этих проблем для создания более инклюзивной среды. Доктор Криста Миллер, ветеринар, работающий в Батон-Руж, штат Луизиана, делится аналогичными мыслями. Она вспоминает, что была одной из всего 2 чернокожих студентов в своем классе из 70 человек в университете штата Миссисипи. Опыт доктора Миллер подчеркивает важность увеличения разнообразия в ветеринарных школах, чтобы лучше отражать сообщества, которые они обслуживают. Эти экспертные взгляды подчеркивают значимость дела, связанного с мисс Джонсон и Оливером, в более широком контексте системного расизма. Они подчеркивают необходимость для ветеринарного сообщества противостоять и решать скрытые предвзятости, увеличивать разнообразие и обеспечивать равное обслуживание для всех клиентов и их питомцев. В июле 2024 года Верховный суд Нью-Йорка вынес решение по делу Коркери против клиники «Северный свет». Суд отклонил 4 и 5 пункты иска, которые касались намеренного и халатного причинения эмоционального страдания. Отклонение было основано на правовом прецеденте, согласно которому в соответствии с законодательством Нью-Йорка домашние животные считаются личной собственностью, и иски о причинении эмоционального страдания, связанные с ущербом личной собственности, не признаются. Однако суд разрешил продолжить рассмотрение остальных требований, включая ветеринарную врачебную ошибку, отсутствие информированного согласия и халатность. На ноябрь 2024 года дело все еще находится в процессе рассмотрения. Суд ожидает дальнейших судебных разбирательств для решения оставшихся обвинений. Не было сообщено о дисциплинарных мерах против доктора Джейсона Смита или ветеринарной клиники «Северный свет». Мисс Кэтрин Джонсон, истец, продолжает выступать за ответственность и выразила свою решимость добиться справедливости для своего погибшего пса Оливера. Публичность вокруг этого дела спровоцировала обсуждение в ветеринарном сообществе о необходимости реформирования политики, хотя в клинике «Северный свет» не были внедрены официальные изменения. Дело подчеркнуло важность комплексной предоперационной оценки, особенно для пожилых питомцев. Ветеринарные ассоциации теперь акцентируют необходимость информированного согласия и тщательного общения между ветеринарами и владельцами домашних животных. Кроме того, растет призыв к установлению более четких рекомендаций для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Дело Джонсон против клиники «Северный свет» продолжает влиять на дискуссии о профессионализме и ответственности в ветеринарной медицине.
Оно подчеркнуло эмоциональные связи между владельцами домашних животных и их питомцами, что побудило пересмотреть, как юридическая система рассматривает ущерб для животных. Дело также пробудило обсуждение о необходимости большей прозрачности в ветеринарных практиках и важности того, чтобы владельцы домашних животных выступали за здоровье и благополучие своих питомцев. Пока дело развивается, оно служит катализатором для непрекращающегося диалога о стандартах ухода в ветеринарной медицине и правах владельцев домашних животных. Дело Джонсон против клиники «Северный свет» служит мощным напоминанием о тех обязанностях, которые профессионалы несут перед теми, кого они обслуживают. Начиная с первоначального визита к ветеринару и заканчивая последующими судебными разбирательствами, каждый шаг в этом деле подчеркивает глубокое доверие владельцев домашних животных к ветеринарной помощи. Помимо конкретного случая, одной клиники или одного клиента, это дело освещает более крупные проблемы: значимость прозрачности, необходимость уважения в профессиональных отношениях и важность того, чтобы каждый человек, независимо от своего происхождения, получал равное обращение. Расовая предвзятость и дискриминация могут проявляться во многих сферах, и крайне важно, чтобы профессии имели возможность противостоять этим вызовам. Ветеринарная сфера, как и другие, имеет возможность быть проактивной, создавая среду, в которой каждый клиент чувствует себя замеченным и ценимым. Принимая меры для признания и решения этих проблем, мы приближаемся к миру, где доверие действительно соблюдается. Этот случай подчеркивает смелость, проявленную людьми, которые, сталкиваясь с трудными обстоятельствами, выбирают говорить. Решение мисс Джонсон добиваться справедливости для своего любимого питомца отражает преданность ответственности не только для себя, но и для бесчисленных других, которые могут оказаться в подобной ситуации. Ее действия напоминают нам о том, что отстаивать то, что правильно, часто является долгим путем, но это путь, который приносит столь необходимые изменения и открывает двери для большего понимания. Спасибо, что присоединились к нам в изучении этого побудительного дела. Если вам понравилась эта история, пожалуйста, подумайте о том, чтобы поставить лайк этому видео, поделиться своими мыслями в комментариях и подписаться на более детальное изучение случаев, которые раскрывают важные проблемы в нашем обществе. Вместе мы можем пролить свет на истории, которые имеют самое важное значение.